Всем привет! И в этом видео мы вспомним немножко истории, и я покажу свои масштабные модели грузовых автомобилей МАЗ от производителя «Автоистория». И первая модель – это бортовой грузовой автомобиль МАЗ-200. Эту модель я покупал по акции за 500 рублей. Модель предлагалась в двух вариантах окраски. Был автомобиль ярко-оранжевого цвета, мне больше понравился синий вариант. Конечно, уровень детализации этой модели можно отнести к журнальной серии. Довольно слабая проработка кабины. На последующих моделях от «Автоистории» кабина уже была более детализированная. Но за свою цену это вполне приемлемая масштабная копия. Также на этой модели я заменил покрышки на более детализированные. Вторая модель – это сидельный тягач МАЗ. Здесь я уже поставил харьковскую резину, других доработок на этой модели я не производил. Модель уже более нарядная, более детализированная кабина. Такой грузовик тоже предлагался в нескольких вариантах окраски, также были наборы с полуприцепами, но эта модель мне тоже довольно нравится. И у этого грузовичка более хорошая детализация нижней части. Я думаю, у многих из вас тоже есть какая-либо из моделей. Следующие модели более современные, покажу вам самосвалы. Первый МАЗ это 555-1, тоже довольно красивый грузовой автомобиль. Эти МАЗы были с разными кузовами. У «Автоистории» предлагалось несколько вариантов как в плане окраски, так и в плане кузовов. Был МАЗ с более новой кабиной. С более новой кабиной я не приобретал, у меня есть также некоторые модели в наборах для самостоятельной сборки. Конечно, я их еще не собрал, трудно сказать, когда я их соберу, потому что времени, к сожалению, не хватает, но наборы, которые я приобретал, вы уже видели. На этой модели я просто сделал подложку под светотехнику, других доработок на этом грузовичке нету. Также в моей коллекции есть трехосные самосвалы. Я уже вам показывал. У меня два таких одинаковых самосвала. Эта модель абсолютно заводская. Здесь я ничего не делал, ничего не дорабатывал. А второй такой же МАЗ я доработал. Сейчас вам покажу. Сюда я поставил харьковскую резину ИД-304. Также сделал подложку под светотехнику. Окрасил габаритные огни на крыше. Такой МАЗик. Я покупал две модели. Из одной модели я хотел сделать вариант со спальной кабиной и с другим кузовом. Но пока что кузова я не нашел, а спальная кабина у меня уже заготовлена. Так что он пока что стоит, ждет своей очереди на доработку. Дальше пойдут сидельные тягачи. Начнем с ранних МАЗ-5432. У меня есть вариант с красной кабиной. Здесь я поставил харьковскую резину ИД-304, просверлил отверстие в выпускной системе, добавил отражатели по бокам, также наклеил декали Софттрансавто. И под переднюю светотехнику я сделал тоже подложку из фольги, чтобы фары смотрелись более выразительными. Такой замечательный МАЗик. Многие из вас их тоже приобретали. Я их покупал, когда они продавались по отдельности, а уже затем у «Автоистории» пошли наборы. Там эти МАЗы были с различными полуприцепами. Цена была более приемлемая, но я, как и большинство коллекционеров, сначала накупил себе сидельных тягачей, а потом также докупил наборов и уже не знал, куда девать сами грузовики. Еще есть аналогичный МАЗ, только с зеленой кабиной. Эта модель у меня лежит, скажем так, в запасе для будущей конверсии. Возможно, я что-то из него сделаю. И вообще хотелось сделать автопарк Софттрансавто. И настоящие грузовики были как с красными кабинами, так и с зелеными, так и с синими. Нужно будет найти фотографии настоящих прототипов и по ним уже делать масштабные копии. Ну вот второй мой МАЗик. Следующая модель это МАЗ-6422. Этих грузовиков у меня тоже довольно много. Первый грузовичок у меня с кабиной голубого цвета. Наверное, моя самая любимая расцветка у этого грузовика. Всем знакомая. Здесь я просверлил отверстие в выпускной системе. Также положил подложку из фольги под светотехнику. Других доработок на этой модели нету. Резину я оставил пока что стандартную. Потому что на все модели менять харьковскую резину тоже довольно накладно. Получается довольно большая сумма, особенно если брать трехосные тягачи, у них колес-то больше, чем у двухосных. Также есть еще один такой МАЗ-6422, который я покупал в наборе.
Здесь тоже кабина голубого цвета, но уже с красивыми полосочками. И также на этой модели окрашены колесные диски. Здесь я тоже просверлил отверстие в выпускной системе. На этой модели уже подложка была изначально покрашена, поэтому, по большому счету, эту модель я не дорабатывал. И здесь дворники окрашены серебристой краской, на предыдущем варианте они просто черные, и салон другого цвета. Это тоже модель довольно нарядная. И вообще у этого автомобиля есть настоящий прототип, только он был с другим полуприцепом, а никак продавался в наборе с этим МАЗом. Так, модели у меня уже сюда не помещаются. Я их сейчас вам покажу еще один грузовик, а тогда их уберу, буду показывать другую партию. Еще один МАЗ-6422. Эту модель я тоже покупал в наборе с полуприцепом-контейнеровозом. Эта модель тоже, по большому счету, у меня ждет своей очереди для конверсии. Кабина зеленого цвета, довольно интересно. Здесь также окрашена решетка радиатора в цвет кабины. Ну, этот МАЗ я планировал перекрасить. И вообще я хотел сделать одну конверсию МАЗа с обтекателем. В интернете есть очень красивые фотографии автомобиля с красной кабиной. У него довольно интересный обтекатель на крыше. Тоже в планах сделать такую конверсию, но не знаю, когда она будет реализована. Так, это первая партия моделей. Я их уберу, чтобы она не мешала, потому что остальные модели сюда не поместятся. И также вы можете написать в комментарий, какая из моделей, как в этом видео, есть в вашей коллекции. Возможно, у вас есть другие модели МАЗов от Автоистории. Я здесь не буду показывать модели от других производителей, от Start Scale Models в наборах для самостоятельной сборки. Если, в принципе, это видео вам будет интересно, то я могу сделать подобные видео, посвященные другим грузовым автомобилям от производителя Автоистории, от других производителей. Нужно будет просто разобрать коробки, в которых у меня лежат эти грузовики, потому что я их покупал в разное время, и, конечно, они у меня, скажем так, складируются в разных коробках, а нужно так произвести ревизию и сложить их, скажем так, по тематикам. Грузовики к грузовикам, легковушки к легковушкам, но все никак этим не заняться. Следующий МАЗ-5432 с обновленной кабиной. Эту модель я немного дорабатывал, окрасил отверстия на задних колпаках, добавил брызговики, они настоящие, резиновые. Также сделал подложку под светотехнику. Ну и больше доработок здесь нет. Также окрасил корпуса на задних фонарях. Тоже модель довольно интересна, довольно симпатична. Мне вообще нравятся сидельные тягачи. И, конечно, единственный минус этих грузовиков, то что когда вы хотите сделать сцепку, то вместе с полуприцепом она занимает очень много места. Еще один точно такой же МАЗ. Эта модель у меня тоже, скажем так, в запасе для последующей конверсии. Пока что я буду делать с этим сидельным тягачом, я не придумал. Был вариант сделать грузовик с дневной кабиной, но здесь нужно укорачивать раму, и мне проще будет просто купить самосвал, с него взять раму, немножко переделать и поставить дневную кабину. Это будет проще, чем пилить вот из такого сидельного тягача, поэтому пока что эта модель у меня так просто лежит, она под вопросом. Что из нее будут делать, я пока что не знаю. Следующая модель это МАЗ-6422, грузовик тоже с обновленной кабиной, кабина желтого цвета. Эту модель я покупал в наборе с полуприцепом. Я не помню, какой там был полуприцеп. То ли щиповоз, то ли самосвальный. Вот такой был наборчик. Эти модели были в разных коробках, но продавались как единое целое вместе с полуприцепом. Тоже довольно интересный. Сюда было в планах сделать мигалки желтого цвета, поставить полуприцеп тонар и сделать такую красивую сцепку. Тонар у меня есть в виде кита, но я его пока что не собрал. Мне начнут говорить, что ты ничего не собираешь. Ну, ребят, нету, к сожалению, свободного времени, чтобы все это собирать. Это мое хобби, а не моя основная деятельность, поэтому, пожалуйста, терпите и не задавайте таких вопросов. Еще один МАЗ-6422 с белой кабиной. Здесь я поставил харьковскую резину ID304. Вид модели стал намного лучше. Также просверлил отверстие в выпускной системе. Сделал подложку под осветительную технику. Других доработок здесь пока что нету. Тоже такой МАЗ. На некоторых моделях можно сделать выпускную систему за кабиной наверх.
Тоже, в принципе, вариантов очень много, поэтому у меня этих моделей тоже довольно много. И современные МАЗы, тоже довольно красивые. Эти модели я показывал не так давно. К сожалению, эти модели у меня немножко бракованные. О всех недочетах я уже говорил в своем видеообзоре. В этом видео повторяться не буду, просто покажу вам грузовички. Красивая голубая кабина. Вообще МАЗу идет кабина голубого цвета. Вот этот МАЗ мне очень нравится. И также покажу вам трехосный вариант. У меня есть такой аналог от Start Scale Models, там кабина темно-вишневого цвета, здесь кабина темно-зеленого цвета. И по большому счету особой разницы между Start Scale Models и автоисторией нету. У SSM дворники из фототравления, также окрашены колесные диски, а по большому счету все остальное абсолютно одинаковое. И некоторым даже модели от автоистории нравятся больше, у них более жизненный цвет. И если бы не качество сборки, эти модели были бы бестселлерами. И последний МАЗ, который я вам сегодня покажу, это самый современный МАЗ в моей коллекции с желтой кабиной. Тоже модель, конечно, немножко дефектная, но тем не менее довольно симпатичная. Такая желтая, интересная кабина. Вот такие замечательные модели. Напишите в комментариях, какая из моделей вам больше всего понравилась, какие грузовики есть в вашей коллекции. Не забывайте поддержать это видео лайком, также подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Можете вступить в мою группу ВКонтакте, там тоже мои подписчики выкладывают фотографии своей коллекции, которые довольно интересные, и некоторые модели есть такие, которые я сам никогда не видел. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока!